Друзья, приветствую вас. Включение по рынку, дневной обзор. Давайте посмотрим, какие новости, события происходят и что ждать по движению рубля, евро, доллара, нефти, золота, серебра и других активов. Так, друзья, на текущий момент Америка и S&P показывает рост. Здесь достаточно уверенное такое движение идет на 3650. И это движение, оно успешно завершится в том случае, если не будет отката и пробоя вот этого диапазона. То есть здесь уже как бы все, набор позиций прошел, и либо будет эта цель реализована, либо это все движение ломается, и тогда в случае ухода в этот диапазон наиболее вероятный сценарий движения на попытку пробоя 3510, вот сюда вот. Так, далее по нефти. Нефть сегодня ракета, она летит высоко-высоко. Еще немножко, и вот эти вот хаи, которые были в этом году, будут побиты, 46,5. Уже как бы доходили на 45,4, но обращаю ваше внимание, этот рост, он, ну это просто вынос шортов идет по нефти на фоне там известий о вакцине, ожидании позитива и так далее и тому подобное. Почему я так считаю? Сейчас я покажу. Во-первых, что мы с вами видим? Эпидемия набирает обороты. И даже в том случае, если с наступлением зимы, наступлением холодов ситуация стабилизируется или начнется откат, все равно негативное воздействие на экономику, оно никуда не денется. Рост заболеваний, уже как бы заболевшие люди, они снижают экономическую активность во всем мире. Даже если предположить, что Китай там какой-то рост показывает, что-то он там делает, Китай экспортер. Ему нужны рынки сбыта. Если он не может экспортировать, ему эту продукцию, которую он производит, и за счет которой идет рост, некуда девать. Спрос внутренний в один момент не развивается. Для того, чтобы, как они хотят, создать внутренний рынок и внутренний спрос увеличить, это вопрос десятилетий. Если они навыдают потреб кредитов с помощью организации типа АНТ, которая хотела как раз IPO провести, то это приведет к коллапсу, который наступит еще раньше. Потому что кредиты надо возвращать, текущая ситуация не позволит людям возвращать, и мы увидим очень сильный кризис, который начнется уже с Китая. Вот. Таким образом, я не вижу на текущий момент времени фундаментальных предпосылок для того, чтобы этот рост нефти, он закрепился и продолжился. Да, там задерг еще может какое-то время произойти, но потом будет откат. Так, ну вот ранее в телеграм-канале постил такую схемку создания вакцин разными компаниями, которые принимают в этом участие. В том числе здесь есть и Pfizer с BioNTech. Ну если все как бы прикинуть и разложить, то наиболее ранний срок, когда может вакцина появиться, которая она уже будет в каком-то количестве вводиться в оборот, это апрель 2021 года. То есть это если все будет хорошо. Но до апреля же надо как-то дожить. Даже если вот совсем утрированно, схематично изображать эту ситуацию, вот мы здесь, вот апрель 2021 года. До апреля 2021 года, когда появляется вакцина, и то опять же это будет не в таком количестве, когда она решит проблему, предполагается, что коронавирус, но даже если он не будет расти, он будет находиться на текущих значениях. Предположим, вот эта черная стрелочка, она идет параллельно линии, которые движутся от ноября 2020 года к апрелю 2021. Вот. В этом случае, даже если идет параллельно, нефть, предположим, не будет падать, спрос на нефть и потребление, тоже будет параллельной линией, то получается текущий рост цены на нефть, он не связан с тем, что будет расти спрос. А если не будет расти спрос, то весь этот рост, который сейчас происходит цен, он фактически это просто шортовый вынос по нефти, который вот-вот может завершиться в любой момент. Но опять же, с точки зрения технической картины, всегда может быть что-то такое внезапное, что мы не в силах предусмотреть и что мы не в силах понять на текущем этапе, располагая той информацией, которая у нас есть. Может ли нефть сейчас все-таки с точки зрения технической пойти вверх? В какой ситуации это возможно? Это возможно в ситуации, если будет пробито 46,5 и здесь нефть Brent начнет проторговываться, закрепляться. Это недельный таймфрейм нефти марки Brent. Если такое произойдет, то действительно отсюда вполне может развиться движение, цель которого 55
57. Вот сюда, вот в этот диапазон. Но если мы с вами посмотрим, опять же, недельный график по нефти, что мы с вами увидим? Вот рост, который здесь начался, он идет на объемах на меньших, нежели было снижение. То есть, исходя из этой ситуации, здесь особого топлива для роста пока нету. Если мы что-то не понимаем, не все обстоятельства, которые имеют место быть, и действительно здесь произойдет пробой вот этого значения 46,5 и пойдет проторговка, то в этой ситуации вполне возможно разовьется рост, цель которого будет движение как раз вот сюда, вот в этот диапазон. Но на текущий момент времени, я думаю, что вот либо сейчас то значение, которое мы достигли, либо значение 46,5, но может быть будет короткий выброс там на 47-48. Потом, я так думаю, наиболее вероятный сценарий, вот эта картина, она развернется и нефть пойдет снижаться. Почему? Потому что объективных причин для роста спроса на нефть сейчас, прямо сейчас, в течение ближайшего месяца, 2-3, их нету. Они возникнут только в том случае, когда начнет спадать эпидемия. Если такое произойдет, я предполагаю, что возможно в декабре наступит либо облегчение, либо слом вот этой тенденции на рост заболевания. Тогда действительно вполне возможно, что нефть останется вот в этом районе и будет здесь какое-то время торговаться. Но опять же, текущая ситуация с учетом состояния экономики, она не указывает на то, что в ближайшее время будет рост спроса на нефть. А если роста спроса нету и идут переговоры о том, как еще сократить добычу, для того, чтобы не было переизбытка, который давит на цены, то скорее всего где-то от этих значений и пойдет отскок и движение, ну как минимум возврат в диапазон 37-41. Я не думаю, что даже если вот сейчас этот разворот завершится, он приведет к какому-то тотальному падению. Ну, может быть, будет удар и движение вниз, но потом наиболее вероятно все равно цены подтянут, и они будут вот где-то в этом диапазоне 37-41 и находиться какое-то продолжительное время. Если переходить к дневному таймфрейму, то вот еще должна быть конечная фаза движения вот сюда на 46,5, 46-46,5, и уже как бы отсюда сразу либо по факту какой-то коротенькой проторговочки будет разворот и движение, ну как минимум на 43,2, вот сюда вот куда-то, а дальше посмотрим. Если она приходит в диапазон 45,5, 46,5 и начинает здесь торговаться на протяжении там нескольких дней, то тогда действительно получается такая ситуация, что наиболее вероятно будет пробой вот этого значения и движение на 47, возможно даже на 50. Но я бы пока сейчас на текущий момент на такое движение ставку не делал. Да, оно возможно, если здесь наберется большое количество шортистов, но что-то мне подсказывает, что без объективных причин для роста спроса на нефть либо будет короткий задерг и потом сильный откат, либо сразу от текущих значений, либо от этого диапазона будет отбой движения вниз. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, по золоту технически здесь картина указывает на то, что сейчас идет набор позиций. Лонгистов здесь повыкидывали, подрезали, все, пришли на локальный минимум, который был оформлен ранее. Вот этот диапазон как раз прям вот ровненько, четко 1849, 1860. Его кольнули, сразу ушли назад. И сейчас, по сути, с моей точки зрения, здесь идет набор позиций. Куда этот набор позиций в итоге приведет? Но понятное дело, ближайшая цель закрепиться на 1882. Далее у нас идет магический уровень 1905-1907. Потом уровень 1911. И на самом деле, вот вся эта траектория движения, она должна завершиться либо на 1951-1954, либо на 2035-2040. Вот. Поэтому, я думаю, все-таки с учетом того, что будут печатать деньги, и как бы объективного улучшения экономики мировой в ближайшее время не будет, то я вижу больше факторов для того, чтобы золото двинулось сначала на 1905-1907, потом 1905 и потом 2040.
Может ли быть наоборот обвал и вообще, то есть золото в труху и на 1500 пойдет? Такое, конечно, возможно. Это произойдет, если будет повторное пробитие нового минимума, который мы здесь нарисовали, 1848. Однако, если вы посмотрите, то по сути здесь вот разворотная формация получается. И, соответственно, вот эта разворотная формация, она ведет к тому уровню, на котором остались определенные задачи у данного актива. В данном случае это в идеале 2035-2040. Так, ну 4-часовик здесь не такой оптимистичный. Он указывает на то, что по сути здесь вот был отбой от локального сильного уровня 1882 и движение вот к этому уровню, который 1860. На самом деле, я думаю, вот этого движения его не будет, оно завершится чуть пораньше. Давайте часовик посмотрим. Так, ну исходя из часовика, я думаю, вот сейчас здесь у нас был отбой. И весьма вероятно, что вот от этого значения, если не будет пробития 1865, мы пойдем вот сюда к верхней границе на 1882. Если сейчас все-таки 1865 мы пробиваем, то у нас цель движения будет сходить на 1855-1857. Так, ну 15-минутка, сейчас 15-минутка пока никакой информации ценной не дает. Так, друзья, далее серебро. Ну смотрите, по серебру я сразу 4-часовик беру, здесь играться без необходимости смысла не вижу. Это связано с ликвидностью серебра. Здесь на что хотел обратить внимание. Вот есть уровень 23,8. Если этот уровень устойчиво не пробит, то есть нету пробоя на объеме и последующей проторговки, либо дальнейшего движения на объеме, хотя бы там на 15 минутке, то вот это все, это одна большая консолидация, набор позиций. Вот, соответственно, здесь сейчас вопрос стоит о том, что будет вначале пробито, будет ли пробито 24,5, вот этот уровень, или 23,8. Но если 23,8 будет пробито, это, конечно, печалька. Тогда, получается, мы сразу идем на 22,6 и потом 21,5. Вот. Но все-таки я думаю, что на текущий момент здесь больше вероятность того, что мы как минимум пойдем сейчас тестировать 24,5. И потом, если здесь будет пробой, то у нас первая цель движения находится на 25,2. Вот сюда вот. Но если что-то пошло не так и будет пробой 23,8, тогда как бы оно уходит сначала на 22,5, потом на 21,5. Вот. Но я пока бы на снижение серебра ставку не делал внутри дня, внутри 1-2 дней. И долгосрочно серебро все-таки оно смотрится очень хорошо на рост. Потому что помимо Safe Haven, это еще и металл, который на него будет просто огромный спрос при развитии зеленой энергетики. Так, ну вот первый аукцион состоялся по ОФЗ. Что-то здесь как-то цифры не впечатляют. Конечно, спрос был 27 миллиардов, разместили на 18,5, но по сравнению с суммарным размещением, которое было предыдущее, по-моему, на позапрошлой неделе, там цифры были совсем другие. Но посмотрим, еще там вторая часть, по-моему, аукциона должна быть. К чему это приведет, но уже сейчас, наверное, мне так кажется, должно начаться движение на укрепление валют. Но, в общем-то, сейчас это и происходит уже потихонечку. Так, ну вот USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм. Собственно говоря, здесь идет уже движение. Цель этого движения первая — это 76-75. Вот сюда вот. Как только здесь будет пробито на объеме, дальше сразу будет уход на 77.15 и потом 77.35. Вот закрепление в этом диапазоне придет к тому, что отсюда пойдет значительный рост доллара против рубля. Ну, остается, конечно, шанс, что будет откат и пробитие 75-75. Но мне что-то кажется, такой сценарий сейчас реализован не будет. Так, друзья, ну и вот евро-рубль, часовой таймфрейм, евро-рубль tomorrow. Здесь у нас идет первое движение, это пробой 90.15. Как только будет пробито, движение в диапазон 90,5. Вот сюда вот. И здесь уже по факту либо возникает закрепление, проторговка с дальнейшим движением наверх, либо мы получаем
снижение объема и возврат на 89,7. Вот сюда вот тестирование. Пока как-то вот на возврат ничего не указывает. Скорее движение вот в этот диапазон, и здесь проторговка в течение какого-то времени. Так, друзья, ну что же такое случилось? Почему рубль перестал укрепляться? Индекс доллара, дневной таймфрейм, подошли к ключевому значению 93,1. Поэтому по рублю весь рост с апреля она закончилась. Вот, собственно говоря, вот рост этой штуки и на металлы давит, на золото, на серебро дополнительно давит. Нельзя сказать, что вот они всецело привязаны к его движению, но это дополнительное негативное давление и на золото, и на серебро. Вот, соответственно, здесь что у нас будет? Либо мы сейчас получаем пробой вот этого уровня 93,1. Если такой пробой происходит, то сразу движение на 93,4. Ну тогда это будет плохо. Это вызовет ослабление рубля. И это вызовет эффект так называемый рисков, когда начнут распродавать рисковые активы. Вот. Но здесь вот ключевой момент 93,1. Если не будет пробито, если здесь сейчас начнется, посмотрим потом, падение объема, то здесь, скорее всего, возникает отражение, отбой и, соответственно, движение на 92,6, 92,5. Так, друзья, ну вот индекс РТС, 4-часовой таймфрейм, фьючерс, риз 0. Вот видите, немножко 125 500 не дошли. Вот, ну, уровни они не всегда с точностью до копейки срабатывают, всегда какой-то лаг надо оставлять. Вот, но сейчас, судя по всему, здесь будет разворот и корректирующий откат. Если пробиваем 121 900, то будем возвращаться вот сюда, вот в этот диапазон. Если не пробиваем, то сейчас, когда колбасня с индексом доллара разрешится, вот это все превратится в набор позиций и дальнейшее движение по направлению 130 тысяч. Ну не сразу, конечно, постепенно, вот, но тем не менее вероятность такая есть. Вероятность такая есть, но сейчас все зависит от индекса доллара. Все, друзья, спасибо за